Приветствую зрителей моего канала во второй части видео по восстановлению и реставрации компьютера ES1841, который я нашел не так давно. По независящим от меня обстоятельствам мне пришлось немножко отложить выход второй части, которую вы сейчас смотрите. Это было обусловлено рядом причин. Мне, к сожалению, пришлось попасть в больницу. Но, в принципе, с компьютером дела обстоят достаточно неплохо. В первой части видео я посмотрел, из чего состоит ES1841, какие платы в каком состоянии мне достались. Потом в отдельном видеоролике я проверил, включается ли жесткий диск. Во второй части, которую вы сейчас смотрите, предстоит, во-первых, привести в порядок внешний вид компьютера, во-вторых, проверить блок питания, работает он или нет с нагрузкой. И, в принципе, если блок питания работает, то можно тогда его поставить платы и посмотреть, есть ли какая-нибудь реакция у компьютера на рабочий блок питания. В идеале мы сможем его запустить и получить какую-либо картинку с его видеокарточки. Приступим. Блок питания с открытым корпусом категорически запрещено эксплуатировать. Я пошел на это только лишь потому, что если где что бабахнет, может быть, я по записи смогу понять, где и что бабахнуло. В принципе, хорошо, полезно. Я подключил нагрузочку. У нас с этого конца, пойдем отсюда, плюс 5 вольт, два провода, они в принципе запараллелены просто по двум разным проводам. Голубой и коричневый идут на нагрузку. У меня стоят два резистора по 2 Ома мощностью 50 Ватт, то есть их более чем должно хватить на то, чтобы рассеять все выделяемое тепло. Резистор у нас... Система считает, что он пустой. 1,6 Ома, но они сейчас просто подсоединены. 1,6 Ома, да. Соответственно, у нас земля общая идет на землю синий-зелено-желтый провод нашего коннектора. По нему, собственно, идет питание 5-вольтовое всей системы. Проверяем на всякий случай. Есть, на проводе есть, на проводе есть. Нормально, 0,6 Ома. Это нам даст где-то около 5 ампер нагрузки. Два этих резистора, я их специально положил на силиконовый коврик, чтобы не прожгли стол. Но, по идее, они должны греться где-то на 15 Ватт. При мощности максимальной 50, я думаю, это должно хватить. 12-вольтовый идет у нас коннектор. У него, опять же, желто-зеленая земля. 12 вольт плюс 12 вольт коричневый кабель. Коричневый кабель, на нем идет лампочка автомобильная на 12 вольт 21 ватт. Это у нас должно дать где-то 1,75 ампера. У нас максимальная нагрузка по паспорту для блока 2 ампера по 12 вольтам, минимальная 0,1. Так что это тоже должно быть достаточно. По 5 вольтам у нас минимальная 4, максимальная 12. У нас 5, мы выше минимальной, так что все должно быть хорошо. Плюс вот в таком щадящем режиме. Голубой кабель это минус 12. Минус 12 у нас 25 тысячных ампера, это минимальный. 25 сотых это максимальный. Ну, в принципе, его можно вообще не подключать, просто посмотреть на нем напряжение. Опять же, что хорошо, сюда можно будет подлезть, проверить все шины, на которых у нас будет питание. Главное это сделать аккуратно. Я взял такой вот выключаемый адаптер питания. Он сейчас выключен. Можно воткнуть сюда вилочку.
Здесь я делал разъем для 220 вольт компьютерный. Провод в него вошел. При включении вот этой вот кнопочки будет дано питание, и мы должны все это дело увидеть. Я подальше от него отойду и 3, 2, 1. С Богом, готовимся к бабаху. 3, 2, 1. Ничего. Ничего. Да, загвоздка была совершенно смехотворная. На этом блоке питания вот здесь находится кнопка питания. Он же АТшный. Ему надо включаться. Соответственно, с выключенной кнопкой, разумеется, ничего не будет. Сейчас у меня все отключено, поэтому питание на нем мы включим. Ну, это обычная такая 220 кнопка. Его, в принципе, можно выключать адаптером здесь. Поэтому эту кнопку мы включим и оставим, а будем пользоваться вот этой кнопкой. Поэтому повторяем опыт. Так, камера у меня, в принципе, все пишет. Вольтметр на случай, если все будет хорошо, у нас будет под рукой. В очередной раз говорим. Поехали. И ждем бабаха или работы лампы. 3, 2, 1. Я подальше отклоняюсь. 3, 2, 1. О, вот это вибрации, вот это шум. Это очень и очень хороший признак. Проверим, что у нас на линии 5 вольт. У нас наводка, что ли, такая? Так, лезть туда я боюсь. Ох, как его колбасит. 5,05. Отлично. Очень хорошо. Ну, 12 вольт я вижу, что есть. И минус 12 надо проверить. Хотя минус 12 нужен, по сути, только для компорта. Так, земля у нас вот здесь. Минус 12 совершенно точно, прям как полагается. И плюс 12. 11,69. Но у нас тут сейчас большая нагрузка. Собственно, резисторы, скорее всего, сейчас... Тепленькие. Резисторы весьма тепленькие. Кулер. Надо его будет либо смазать, либо что-то с ним сделать, потому что он, конечно, кстати, работает на выдув. То есть теплый воздух засасывается сбоку и выдувается наружу. Надо будет, может быть, его заменить, потому что это обычный 12-вольтовый кулер, либо хотя бы смазать, потому что он очень шумный. Я себя не слышу. Но в остальном полный успех. Блок питания работает отлично. Его можно сейчас минут 5-10 погонять. 5,05 по напряжению — это прям при нагрузке очень хорошо, очень хороший результат. Тем более я не вижу, где здесь его можно было бы как-то поднастроить. В принципе, хорошо. Теперь этот блок можно спокойно собрать, вернуть назад в шасси, почистить шасси, починить крышку шасси и по одной плате вставлять внутрь. Начать с процессора, проверить с процессором, проверить, будет ли какой-то там системный писк. Потом добавить туда оперативную память и посмотреть, что выдает, ну и видеокарту, и посмотреть, выдает ли что-то видеокарта. Очень может быть, что там что-то случилось либо с ПЗУшками от времени. Их можно проверить, считав как микросхемы 2716. Можно проверить, ну,
по активности осциллографом, разумеется. Может быть, там сдохла оперативная память, может он будет ругаться, может нет. Но в любом случае первый этап тестирования блок прошел. База у нас как бы есть. Можно начинать тестировать уже платы и посмотреть, может машинка даже и живая. На этом по блоку питания у меня все. Сегодня у меня на столе клавиатура. Я ее притащил домой. Клавиатура от Есочки. Сейчас ее хорошо можно как следует рассмотреть. Оценить, насколько она, конечно, грязная. Она ужасно грязная. Что кабель, что сами клавиши. Одной клавиши, как я говорил, уже не хватает, но у меня есть мысль, что с одной из клавиш я с помощью 3D-сканера у нас на работе попробую сделать копию. И с помощью 3D принтера можно будет сделать реплику клавиш. Пока относительно данной клавиатуры мои планы включают в себя, что ее надо полностью разобрать, снять все колпачки, как следует их отмыть. Обратная сторона, конечно, тут очень все грязно. Посмотреть, что из этого грязь, что из этого уже помарки. Царапин тут тоже полно. Ну и уже более-менее с чистой можно будет приступать к тестированию. Как я уже говорил, в клавиатуре у нас стоит пломба. Она запломбирована, в нее внутрь никто никогда не влезал. К сожалению, одна ножка у нас потеряна. Можно было бы попробовать сделать тоже реплику этой ножки 3D принтером. К сожалению, тут еще пружинка. Плюс что-то она не открывается. Она вот так вот она поворачивается. Нет, работает. Не знаю. Можно убрать для симметрии. Так что мы ее сейчас попробуем вскрыть. Сначала надо, конечно, снять все клавиши с нее. Пока я тут воюю с клавишей, обратите внимание, на клавиатуре нет курсорных клавиш. Курсорные клавиши были на цифровом блоке, в точности как на оригинальной IBM-овской клавиатуре. При этом эта клавиатура сделана в 90-м году. В 90-м году АТ-шная клавиатура с курсорными клавишами, Page Down, Page Up и прочими. Знакомая нам АТ-шная клавиатура стала уже стандартом уже много-много лет. А эта клавиатура в 90-м году все еще идет по пути XT. То есть насколько отставали советские инженеры от мировых трендов, конечно, вот очень хорошо заметить. Единственное, что хорошо, что действительно она хотя бы QWERTY клавиатура, хоть и английские символы здесь поменьше, но она, по крайней мере, более-менее по стандарту. Ну и, конечно же, микроскопический Word. Delete клавиши я тут не вижу. Но в остальном Backspace, функциональные, ключ, RUSLAT, RL, тоже похоже RUSLAT. Enter на цифровом блоке тоже нет. Ну, такая очень своеобразная, конечно, клавиатура. Но привести ее в порядок будет очень интересно. И она, опять же, оригинальная к машине, поэтому почему бы и нет. Продолжаем возню с клавишей. Пытаюсь найти метод, как ее лучше всего снять, не повредив. Очень плохо снимаются. Клавиши сидят, конечно, очень крепко. Главное не повредить саму кнопку. Да, о чем, собственно, речь. Планжер я оттуда снял. Интересная конструкция. Чего ты так держишься?
2 защелочки с этой стороны. Даже боюсь ее дергать. Механизм более-менее такой он неплохой. Хотя и жутковато ее дергать. Тут похоже что-то типа магнита. Ножик. Да, похоже магнит. Она никак не хочет оттуда вылезать. Купать ее вместе с магнитами с такими мне, конечно, не хочется. Все, отцепилась. Господи. Так вот выглядит эта штучка. Такой вот планжер. Его можно вернуть назад на место. Еще не сломалась? Вроде нет. Хотя пружинка уже такая, ну, бэкспейс, понятно, подуставшая. Ну, пружинку, наверное, можно заменить. Но если это возня даже с одной клавишей, это будет печально. Видно, кстати, что клавиша немножечко повредилась от времени. То есть ее так часто нажимали, что стерли. Даже подломили ей ребро. Но если помыть, может, будет и ничего. Визуально не сломалась. Да, это будет не весело. Мои бедные руки. Это самое сложное без вообще без сравнений клавиатур, которые я когда-либо работал. Раз одна, наверное, из 3 клавиш снимается вместе с планжером с этим, приходится руками вытаскивать ее. В большей части случаев они застревают, и приходится очень аккуратно, очень-очень аккуратно на каждой клавише доставать, аккуратненько расшатывать, чтобы она потеряла связь с основным колпачком. Пальцы уже просто не гнутся. Не говоря про грязь, что это прям какой-то кошмар. Но должен заметить, что все снялось тьфу-тьфу-тьфу без потерь. То есть все основные клавиши снялись, ничего нигде не лопнуло, что очень и очень большой успех. Искать запасные клавиши. Не дай бог искать запасные клавиши. Пробел снялся легче, чем я думал. Тут достаточно такой своеобразный. Он с 2 сторон крепится. Вот здесь вот ножка немножко подломилась, но просто треснула. Ничего такого страшного не случилось. Пробел более-менее нормальный. Единственное, что он какой-то гнутый. Как будто он согнут. Может, это такой дизайн. Я заметил, что иногда, когда планжер снимается, когда я его ставлю обратно, он не всегда нажимается полностью. То есть вот здесь вот мы его ставим. Я сообразил, что проще его ставить на место с помощью вот такого хака. Тоненькой пластиковой частью насадили здесь. Насадили вот здесь. Вот он попал. Теперь спереди. Все. И вот мы сейчас видим, что он нажимается не до конца. То есть вот это до конца, а вот это не до конца. Чтобы он досадился до конца, надо взять что-нибудь очень тоненькое и поправить вот здесь вот пружиночку.
чтобы она встала аккуратно в отверстие, которое сделано прямо для нее. Мы поставили, и все. Клавиша стала нажиматься так же, как и соседняя. Все, пружинка попала. Все отлично. Снял все клавиши. Руки у меня сейчас просто отвалятся. Это была худшая клавиатура среди всех, что я работал, чтобы снять клавиши. Сейчас я ее проверю. Не проверю, вскрою. Снимем с нее корпус. И все это пойдет в мойку и сушку. Смотрим. Пломба. Пломба была хорошая, но мне нужно тебя открыть. Ножки снимаются достаточно просто. И мы, похоже, вскрылись. Да, мы вскрылись. Раму можно смело убирать в мойку. Так. Здесь у нас все хорошо. Весьма неплохо. Что у нас здесь? Воу. Что у нас здесь? Во-первых, коннектор мы можем снять. Провод. Логично. Надеюсь, я его не поломал. Кругом эти милипусенькие шайбочки. Угу. Во. Все снялось. Это тоже убираем. Провод теперь нам не мешает. И что мы видим внутри? Помимо тонны грязи, мы видим клавиатурный контроллер. Он у нас находится внутри клавиатуры. КМ1816 ВЕ48, 90-й год. Что мы еще видим? ID3, логика ли 8, коннектор, логика. В принципе, достаточно сложная клавиатура. ES1840 S300 0348. В принципе, больше, наверное, визуально так ничего и не скажешь. Есть винтики. Надо будет эти гаечки снять. Ими, видимо, клавиатура крепится внутри корпуса. Два здесь, два здесь. Плату можно будет смело вытащить и как следует почистить кисточкой. Это я буду делать вне камеры. Ну и, собственно, корпус можно смело тогда в ванну. Все, клавиатуру я отцепил. Под ней обнаружилась неприятность. Под ней обнаружилось вот это вот. Это поролон. Поролон настолько хлипкий и дряхлый, что он разваливается буквально от любого прикосновения. Причем он на ощупь такой липкий.
У меня есть на даче лист свежего поролона, надо будет вырезать под размер. А вот эту гадость максимально аккуратно надо будет убрать, потому что это прям совсем безобразие. Так, ну вот мы. Я собираю клавиатуру, ставлю туда клавиши. Процедура эта намного, конечно, веселее, чем было снимать эти самые клавиши. У меня есть здесь на экране старая фотография, как они выглядят. Остается только поставить каждую клавишу на свое место. Встают они легко, со щелчком. И, в принципе, никакой особой сложности в расстановке этих самых клавиш нет. Это не то, что их снимать. Снимать их, это, конечно, был кошмар. Такая вот у нас клавиатурка вышла. Потом я ее попробую еще немножечко потереть, может быть, содой, чтобы эту гадость спустить. Надо будет, конечно же, распечатать, попробовать еще одну клавишу, хоть бы и просто заглушечку. В остальном нажимается она хорошо. От вращения она никакого уже не вызывает. Непонятно, что F10 заедает. Может, надо просто получше ее, может, подточить или еще что. Отмылась довольно неплохо. Не то чтобы идеально. Видно, насколько цвет отличается. По ощущениям ватно, но зато аутентично. Наклейка не ушла никуда. С обратной стороны у нас все тоже довольно неплохо. Ножку эту я ставить не буду, она просто мешается и создает неровность. Я ее просто уберу. Если когда-нибудь воссоздам ножку, то можно будет сделать вторую ножку поставить. Ну а так можно считать законченной и переходить к самому системному блоку. У меня в руках крышка от шасси с этим несчастным инвентарным номером. Я попытался его немножечко потереть спиртиком. Увы, никакой вообще реакции на спирт у этой краски нет. Вообще никакой. Ноль. Тут надо чем-то более химически активным, но главное не повредить панельку. Может, есть какой-то растворитель для краски. А перед тем, как я хочу эту деталь полностью сполоснуть, я снял кнопку Reset, она элементарно снимается, и дело вот в этой вот наклеечке на коси Personal Computer. Я не уверен, что я хочу ее вернуть потом, когда буду собирать машину обратно, но сохранить ее для истории лучше, конечно, сохранить. Я сейчас покажу небольшой хак, которым снимаются эти наклейки лучше всего. Чтобы снять, нам нужна обычная тоненькая ниточка. Она уже хорошо с одного конца поддета. Берем нитку, протаскиваем ее. Я уже начал потихоньку.
Протаскиваем ее через наклейку и, прижимая к корпусу, начинаем работать как двуручной пилой. Вот так вот. Она может несколько раз порваться. Надо будет всего лишь это дело повторить. И вот так вот небольшими движениями, медленно и плавно, мы идем по всей длине этой самой наклейки. Это самый качественный способ снять наклейку, не повредив ее, не растянув ее, потому что очень часто они начинают изгибаться сильно, появляются всякие нехорошести на наклеечках. А таким методом получится ее снять, и она будет плоская и хорошая. Можно потом будет налепить на двусторонний скотч тоненький и снова наклеить в нужное нам место. Ну, закончу я вне съемок, чтобы не мучиться. Что еще по данной панели? Ну, пыль, грязь, конечно. А вот эта вот часть меня беспокоит. Здесь два сломанных фиксатора. Технически с этой стороны фиксатор держится. Технически можно попробовать просто немножко клеем с содой, суперклей сделать. Две такие шапочки. И снова у нас будет хорошая крепкая крышка. Видно, сколько внутри пыли. Снаружи корпус вроде бы достаточно неплохой. Боковина нормальная. Ну а впереди у меня лежит мое шасси. Бэкплейном наружу. А его я мыть, если получится снять клетку, то можно будет попробовать исполоснуть. Хуже не будет. Если не получится, тогда просто я его аккуратно протру, и можно будет начать собирать. Так, еще небольшой комментарий. Я поставил крышку. В принципе, системный блок держится за крышку. Она надета практически до конца. Но у меня отсутствует задняя панель. Насколько я понимаю, задняя панель должна была крепиться вот здесь. Вот, может быть, она захватывала как-то заднюю часть. Вставлялась вот здесь. Здесь у нас должно было быть заземление, мне кажется. Либо вот так. Либо как-то так. Ну, это заземление на крышку. И задняя панель все это фиксировала. Сейчас у меня задней панели нет. Как она выглядит, я не знаю. Сделать мне ее, в принципе, не из чего. Но я думаю, что есть возможность просверлить и нарезать резьбу. Вот здесь и вот здесь. У нас есть металл в крышке корпуса, у нас есть металл в основании. Здесь у нас, в принципе, по-моему, ничего не идет. Кабель у нас проходит внутри сбоку. Если сделать резьбу и крепить его винтами, то это будет достаточно крепкая конструкция, даже без задней крышки. Так вот эта прелесть выглядит спереди. Резет я пока не ставлю, он нам не нужен. Но морда держится, и, в принципе, системный блок визуально готов. Все такая вот симпатичная зверушка. Я собрал ЕС-очку обратно, полностью в корпус. Подключил сейчас клавиатуру. Коннектор стоит достаточно крепко. Внутрь я поставил 3 платы. Это плата центрального процессора, плата оперативной памяти, плата, на всякий случай, больше для нагрузки, видеокарты. Монитору видеокарты пока никакая не подключена. В принципе, платы все надежно вставлены. Более-менее стоят, никуда не гуляют. У нас есть обычный удлинитель, включенный в розетку. Пока я хочу ее подключить через этот домашний переходничок. Коннектор есть. Что мы можем сделать? Ну, во-первых, мы ее можем включить и послушать, будет ли хоть какая-то реакция биоса на что бы то ни было.
Если, ну, даже если будет или нет, мы можем найти на видеоконнекторе пин картинки. Тут композитный видеовыход. Этот композитный видеовыход идет на монитор. Можем просто два пина сюда вставить, подключить осциллограф и посмотреть, будет ли какой-то либо на выходе видеосигнал. Видеосигнал имеет достаточно характерную форму. Если она включится, я не знаю, как она будет реагировать на эти клавиши, на numlock. Здесь это называется цифра. Может быть, она будет как-то реагировать. Если у нас какая-то реакция вообще будет, то можно будет понять, вообще живая машина или нет. Reset у нас он нажимается. Ну, сейчас вроде нормально. В принципе, тянуть дальше. Ничего я еще не проверял. Я не знаю, как она отреагирует на питание первый раз за 30 лет или за 20. Будем надеяться, что, по крайней мере, не пожаром. Стоит она у меня на всякий случай на силиконовом коврике. Так, питание 1. Ничего не случилось, потому что блок питания выключен. Ну, питание номер 2. Надеюсь, что все будет хорошо. 3, 2, 1. О! О-хо-хо-хо-хо! Вы знаете, что это значит? Это значит, что как минимум центральный процессор и BIOS функционируют. Она, скорее всего, и тест оперативки закончила. Это значит, что у нас точно есть видеосигнал. Скорее всего, она написала на монитор, что не видит ни жесткого диска, ни флопика. А это, в свою очередь, значит то, что машина, скорее всего, жива. И моей следующей задачей необходимо обеспечить ее видеовыводом. Я достал свой небольшой карманный мониторчик. Вход у него стоит композитный. Быстренько сделал такой вот простейший переключатель. У него здесь переходник. Первый раз запускаю. Может быть, мы получим какую-никакую картинку. 3, 2, 1. Все включено. О, бог ты мой. $512К он должен досчитать. $17.01 ошибка, 601 ошибка. Это какой IBM? Нажми клавишу F1. F1 она умеет. Он, скорее всего, пытается откуда-то загрузиться. Ничего нет. Кстати, картинка очень хорошая, очень стабильная. Никаких помех. А он ничего не нашел. И перезагрузился, пошел по новой считать оперативной памяти. Очень похож на диагностику оригинальной IBM. Удивлюсь, если это тот самый BIOS, который был просто взят с IBM, переведен и записан сюда. Самый такой тупой, некрасивый BIOS. Кстати, пошли помехи. 17.01 и 601. Ну, что можно сказать? Это обалденный результат. Сейчас я сделаю фотографии после этого. В принципе, мы знаем, что система работает. Он видит все 512 килобайт оперативной памяти. Меня подмывает поставить остальные платы, проверить их. Почему бы и нет? Он, скорее всего, поведение его как-то должно измениться. Поэтому, почему бы не поставить остальные платы, посмотреть, найдет ли он, во-первых, 640 килобайт, то есть вторая плата оперативной памяти, и плата флопиков и жесткого диска. Пока мы его гасим. И поставим туда дополнительные платы. Так, вот они, платочки.
Значит, они у меня в коробочке. Будем их вставлять по одной. Это у нас плата жесткого диска. Мы ее оставим чуть-чуть на потом. Нижней идет плата оперативной памяти. Ее можно поставить сразу в самый низ. Она шла здесь. Затем шла плата, да, контроллера жесткого диска. И до нее шла плата флоппи контроллера и мышки с вот этим вот пострадавшим коннектором. С ним надо будет что-то делать. Мышка у меня тоже есть, подключать я их сейчас не буду. Но сначала надо загрузить систему. Платы вставляются здесь довольно интересно. Надо продвинуть ее внутрь. Завести вот эти вот фиксаторы по бокам. Подогнуть их, чтобы она вот так встала. После чего надавить на рычажки. Опа. Плата заходит внутрь. Полностью они эту систему взяли с мини-компьютеров. Никогда не был фанатом. Но нельзя не отметить, что в этом есть некий свой шарм. Так. Все, вся корзина у нас, кроме верхней платы, заполнена. Возвращаем назад наш композитный видеовыход. Снизу у нас должна быть земля, снизу земля. Вставляем ее в 4-й по счету коннектор на видеокарте. И в принципе можно попробовать. Совершенно не факт, что что-то заработает, потому что на любой из этих 3 плат может быть любой косяк. Но почему бы и не запуститься? Давай посмотрим, что она будет, что она скажет на это. Так, еще раз. Правильно. 3, 2, 1. Сейчас в оперативной памяти он должен насчитать 640 килобайт. Если, конечно, все хорошо, все сконфигурировано верно. Считает он быстрее. Да, он прошел 512. 640. Подвис. Включение клавиатуры работает, но... Не, может быть, он, конечно, ищет дисковод. Нет, все, завис. 17.01, 601. Ошибка, нажми клавишу F1. Клавиша работает. F1. F1. Скорее всего, он пытается сейчас сделать сик дисководом номер 1. Там ничего нет. Бейсика здесь точно так же нет. И он пошел по кругу. Не будем его мучить. Что можно сказать? Что, во-первых, 640 килобайт он видит. Совершенно не факт, что они рабочие. Совершенно не факт, что там нет никаких подохших микросхем. Он их видит, он их считает. Но если он их считает так, как их считает Xteam, оригинальным IBM-овским биосом, то это, конечно, скоту под... Ну, это смешно. Это очень плохой тест памяти. Тут надо будет прогнать тесты. Но для начала надо понять теперь, как эту машину загрузить. Чтобы ее загрузить, как минимум с флопика надо вернуть в строй второй системный блок. Системный блок дисководов. На нем стоят два 525 дисковода и один жесткий диск. Опять же вопрос, работает
контроллер харда или нет, сейчас сказать невозможно. То есть надо разве только осциллографом смотреть, идут ли сигналы вот сюда у нас на MFM. Но, что я могу сказать? В данном случае, вот конкретно для этой сборки, это полная победа. Меня беспокоили электролиты, и до сих пор беспокоит электролит. Они тут тех типов, что я наблюдал, весьма печальных. Может быть, я их попробую перепаять, поставить более свеженькие. Может быть, помехи на видеокарте вызваны в том числе этим. А в остальном, да, надо готовить к запуску второй блок, посмотреть там жесткие диски, посмотреть там какие жесткие, посмотреть там блок питания, дает ли он стабильное напряжение, потому что все-таки 5.25 плюс один такой монстрячий хард, это все-таки серьезная нагрузка. Посмотреть монитор, отдельная большая задача, потому что так, конечно, можно, но не очень эстетично. Можно будет спаять, попробовать конвертер для RGB to HDMI. Тут у нас хороший CJ выходит нативный. Я по схеме смотрел, прям абсолютно нативный стандартный CJ. Его можно перевести в нормальный понятный сигнал для RGB to HDMI и вывести на любой HDMI монитор. Что еще? Привести в порядок блок хардов. Ну и собрать в единый юнит и посмотреть, что будет. Опять же, мне надо посмотреть, что это за ошибки 1701 и 601 или 1702, ну, на записи есть. И инструкцию полистать. Ну и пока весьма и весьма хороший признак, как минимум. Плата процессора и обе платы оперативки сконфигурированы, это точно. То есть все 640К видны. На это 2/3 дела. В общем, здорово. Ждем третью часть.